Вначале это казалось идеей, достойной восхищения. Маленькая горная деревня на острове Хонсю, окруженная густыми лесами и заснеженными вершинами, решила вернуть в природу то, что человек у нее когда-то отнял. Местные экологи и ученые из университета Нагоя предложили проект заселить в горы группу японских макак. Звучало благородно. Помочь животным восстановить нарушенную экосистему и привлечь туристов. Все началось весной. В регион доставили несколько десятков макак. Часть из заповедников, часть из неволи. Ученые внимательно следили за каждой особью, фиксируя, как обезьяны осваиваются в новой среде. Первые месяцы все шло идеально. Животные быстро адаптировались, находили пищу, строили временные укрытия. Местные жители даже начали называть некоторых из них по именам Юки и Хирока. Однако уже летом стали происходить странности. Вокруг горы Яцугатаки резко сократилось количество мелких животных. Исчезли зайцы, стало меньше птиц. Ученые объясняли это естественным балансом, мол, макаки заняли ниши, вытеснив часть мелких видов. Но у фермеров из соседней долины появились другие проблемы. По ночам они слышали громкие крики из леса, словно не обезьяны, а что-то гораздо большее перекликалось между деревьями. Осенью макаки начали спускаться к людям. Сначала ради еды они переворачивали мусорные баки, вытаскивали урожай из садов, открывали теплицы. Потом начали проявлять необычную агрессию. Один фермер по имени Кэнди Морита рассказывал, что видел, как обезьяны не просто украли яблоки, а целенаправленно ломали ветви, будто из злости. Когда в местной школе пришлось временно отменить занятия, макаки проникали на территорию и пугали детей. Власти решили вмешаться. Однако возникла дилемма. Это был государственный проект по реинтродукции исчезающего вида. Остановить его означало признать провал. Поэтому чиновники делали вид, что ничего особенного не происходит. В это время молодой биолог из Нагой Такесионо начал фиксировать странные поведенческие изменения. Макаки начали объединяться в группы не по родственным признакам, как обычно, а по какой-то новой структуре. Они действовали слаженно, будто подчинялись общему сигналу. Камеры наблюдения зафиксировали, как несколько десятков особей перемещаются вдоль одной линии, точно по маршруту старой лесной дороги, выстроившись в цепочку. Такесионо отправил данные в исследовательский центр и ожидал ответа. Но через неделю сервер, куда он выгрузил записи, внезапно перестал работать. Он пытался восстановить архив, но обнаружил, что видеозаписи просто исчезли, как будто кто-то намеренно стер следы наблюдений. Обратившись к куратору проекта, он услышал только «лучше не копай глубже». Это уже не только наша инициатива. Именно в этот момент, когда Такесионо решил поехать в горы самостоятельно, чтобы все увидеть своими глазами, ему показали тревожный репортаж по новостям. В верховьях реки Рекина, где располагалась зона расселения макак, полностью исчезла группа туристов из Токио. Их след оборвался у старого горного моста. Что-то в этих горах явно вышло из-под контроля. Началась поисковая операция. Полиция, спасатели, добровольцы прочесывали ущелье. Там нашли лишь обрывки рюкзаков и порванную куртку, а также следы когтей, но не звериные, слишком мелкие, слишком человеческие. Эта новость быстро распространилась по регионам. Люди начали бояться ходить в леса. Фермеры ставили вокруг своих домов металлические заборы, а по вечерам деревни погружались в напряженную тишину. Местные утверждали, что ночью слышат звуки, похожие на человеческий смех, доносящийся из гор. Но смеются не люди. Несмотря на запреты, Такесионо отправился в район исчезновения туристов. Он взял с собой камеру и диктофон. В дневнике, который нашли позже в его машине, он писал: «Поведение макак больше не поддается этологии. Они начали копировать нас. Не только движения, но и привычки». За первые 2 дня экспедиции
он зафиксировал удивительные явления. Обезьяны перестали есть привычные фрукты и коренья. Они таскали из деревень еду, рис, лапшу, хлеб. И делали это организованно, словно кто-то командовал ими. В одной из записей он отметил: похоже, кто-то из них ведет остальных. На третьи сутки Такесиона заметил нечто странное. На поляне, где он поставил камеру, макаки выстроили нечто подобное кругу. Они двигались синхронно, словно выполняя ритуал. Минут через несколько они разошлись, оставив посреди круга груду веток. Похоже, костер или что-то подобное. Когда ученый приблизился, он понял — это было не гнездо, а кострище. В тот же день он отправил данные в университет и собирался спускаться вниз, но на связь больше не вышел. Через 2 дня его нашли лесники, рюкзак, камера, диктофон — все было на месте, а самого Такесиона не было. Запись на диктофоне оборвалась внезапно, на полуслове. Если кто-то услышит это, значит, мы уже не те, кто был до этого. Проект был официально закрыт, документы засекречены, а прессу успокоили коротким заявлением: экологическая программа временно приостановлена. Однако жители знали, макаки никуда не делись. Прошла зима. Весной, когда снег начал сходить, на склонах появились новые признаки. Там, где раньше стояли исследовательские палатки, теперь лежали аккуратные кучки камней, на каждой из которых лежала веточка, как цветы на могилах. Однажды ночью семья из поселка Ямана вышла на крыльцо за бельем и увидела, что у входа стоит макака. Она не нападала, просто смотрела прямо в глаза человеку. В ее руках было что-то, что вызвало у мужчины мурашки по коже. Старую бейсболку с логотипом университета Нагоя. После этого случая все изменилось. Люди поняли, что макаки не просто остались в горах, они наблюдают за нами. Появились сообщения от водителей, проезжавших ночью по старой горной трассе. Один дальнобойщик рассказывал, что прямо на дороге сидела группа макак, ровно 10 особей, смотревших в фары. Они не убегали и не пугались света, просто сидели и смотрели. У них был взгляд не животный, а будто они что-то решали, говорил он в интервью местной газете. Ученые пытались объяснить все стрессом и недостатком пищи, но вскоре стало ясно. Дело не в этом. Села у подножия гор начали фиксировать исчезновение домашних животных. Сперва кошки, потом собаки. Следов борьбы или крови не было, только открытые калитки и разбросанные миски. Камеры видеонаблюдения засняли, как группа макак подходит к домам. Аккуратно проверяет дверные ручки и, если дверь не заперта, входит внутрь. Самое поразительное, одна из камер зафиксировала, как макака аккуратно закрывает дверь за собой. Люди в панике начали ставить ловушки, но обезьяны обходили их стороной. Казалось, они понимают, что это ловушки. Более того, несколько раз ловушки оказывались разобранными, а детали аккуратно складывались на крыльце. В мае власти отправили новую команду биологов и инспекторов для проверки ситуации. Среди них была молодая зоолог Миса Танака. Она с детства занималась наблюдением за приматами и верила, что любое поведение можно объяснить рационально. Но уже через неделю пребывания в горах она записала в своем дневнике: «Я больше не уверена, кто изучает кого». Миса Танака установила тепловые камеры по периметру лагеря. Первую ночь все было спокойно, а на вторую в кадр попали силуэты макак. Они подходили к палаткам, не нападая, просто стояли. Казалось, они изучают людей так же, как раньше люди изучали их. На одной из записей видно, как одна из макак приближается к штативу с камерой и аккуратно касается объектива. На третий день группа решила переместить лагерь ниже, ближе к деревне, но по дороге вниз пропала одна палатка с оборудованием.
Следов взлома или отпечатков не было, только отпечатки маленьких ладоней на грязи у ручья. Когда мисс Танака вернулась в город и попыталась передать отчет в департамент, ей позвонили из Министерства окружающей среды. Голос был холодным и официальным. «Прекратите публикации, это не подлежит разглашению». Но она не послушалась. Загрузила часть файлов на открытый сервер, в том числе тепловые снимки. Через сутки ее аккаунт был удален, а все данные стерты. Через несколько дней по местному телевидению прошел странный репортаж. В нем говорилось, что власти планируют расширить исследовательскую зону и временно ограничить доступ туристов в регион Яцугатаке. В кадре стоял репортер на фоне леса, а за его спиной на секунду мелькнул силуэт. Серый, тонкий Си с длинными руками. Зрители позже отметили, у этого существа был шрам, точно такой же, как у одной из макак, которую некогда выпускали в рамках проекта. Ее звали Юки. После этого репортажа началась паника. Видео быстро разошлось по соцсетям, и тысячи людей обсуждали, что же происходит в горах Яцугатаке. Одни считали, что это фальшивка, другие, что макаки мутировали. Но местные знали, все гораздо страшнее. Макаки стали слишком похожи на людей. Летом начались первые случаи нападений на хозяйственные постройки. Однажды ночью на ферме семьи Накамура кто-то сорвал крышу курятника и аккуратно открыл все клетки. Утром хозяин вышел. Птиц не было, следов борьбы тоже. Осталась лишь грязная ладонь на двери, словно отпечаток ребенка, и блестящая пуговица на подоконнике, точно такая, как с формы исследователей, работавших в проекте. Журналисты снова попытались попасть в закрытую зону. Среди них был известный документалист Дайго Хирата, который снимал материалы о заброшенных поселениях. Ему удалось договориться с проводником и пройти по старой тропе к бывшему лагерю исследователей. Все вокруг заросло, палатки разрушены, но камера зафиксировала страшные детали. На деревьях нарисованы фигуры, круги и линии, похожие на человеческие схемы. «Они учатся», — прошептал проводник, глядя на символы. Через несколько часов связь с Дайго пропала. Камеру нашли спустя неделю. Она лежала в русле ручья. Последние кадры были размыты, но слышалось тяжелое дыхание и тихое произношение человеческих слов. «Не ходи, не ходи сюда». После этого правительство полностью перекрыло территорию. Въезд запрещен, даже исследователям. Район назвали зоной повышенной экологической активности, но местные рассказывают другое. Говорят, что по вечерам по дороге к перевалу движутся цепочки фигур. Небольшие силуэты, что несут на себе куски ткани, палки и металлические предметы. И когда проезжающая машина освещает их фарами, они не убегают, а просто отворачиваются, будто пряча лица. Осенью в горной реке нашли предмет, который окончательно убедил журналистов. Это был обломок металлической бирки с выгравированной надписью «Проект восстановления номер 7 Министерства окружающей среды. 2019 год». Официально такого проекта не существовало. Когда независимые исследователи пытались получить комментарии, пресс-служба ответила: «Это подделка». Но через неделю сайт министерства временно отключили. Тем временем в деревнях снова начали пропадать вещи: детские игрушки, инструменты, зеркала. Люди наблюдали. Макаки перестали брать еду. Их интересовали только предметы, отражающие свет. А в конце декабря произошло событие, которое поставило точку. Камера наблюдения у въезда в деревню Хокуто зафиксировала женщину, идущую по дороге ночью. Она остановилась, будто почувствовала взгляд, и посмотрела в сторону леса. В темноте между деревьев отражались десятки глаз, светящиеся от фар. Женщина замерла. Через секунду в объективе мелькнуло лицо. Знакомое, человеческое, но с легким,
почти незаметным животным выражением. И только утром выяснилось, что это женщина, сестра Мисато Танаки, которая пропала месяц назад. После этого инцидента власти полностью изолировали регион. На дорогах появились блокпосты, а на въездах – предупреждения. Опасная зона. Доступ строго запрещен. Люди шепчутся, что слышат в ночи странные звуки, будто кто-то стучит камнем по металлу, отмеряя ритм. И если прислушаться, можно услышать едва различимые звуки, похожие на человеческую речь. Несколько месяцев назад пожилой эколог по имени Синзу Ямада согласился дать интервью анонимно. Его голос дрожал, когда он рассказывал: «Мы думали, что просто возвращаем макак в природу. Но эти обезьяны были необычные. Их долго держали в лаборатории, изучали их интеллект, проводили эксперименты на память и подражание. Они запоминали все – звуки, движения, выражения лиц. И когда их выпустили, они уже знали, кто мы. На фотографии, которая потом была найдена, изображены молодые исследователи и множество макак в клетках. На одной из клеток табличка «Фаза социального моделирования». Ученый опустил глаза. Нам говорили, что это эксперимент по восстановлению равновесия в природе. Но, кажется, мы создали нечто, что учится быстрее человека. После этого интервью мужчина пропал. Его автомобиль был обнаружен у обочины дороги в горах, с открытой дверью и работающим двигателем. На сиденье лежала свежая фотография. Группа макак у разрушенного лагеря. Одна из них держала в руках диктофон с надписью «Такси Оно». С тех пор власти Японии не дают никаких официальных комментариев. Территория гор Яцугатаки по сей день закрыта для туристов. Местные жители рассказывают, что по ночам слышат эхо, будто кто-то стучит камнем по металлу, отмеряя ритм. И, прислушиваясь, можно услышать едва уловимые звуки, похожие на человеческую речь. Несколько месяцев назад группа блогеров попыталась проникнуть в запретную зону. Они вели прямой эфир, смеялись, снимали все на телефон. Но через полчаса трансляция оборвалась. Последнее, что услышали зрители, это тихий детский голос, повторяющий «Не возвращайся». И теперь возникает вопрос, который никто не решается озвучить вслух. Что, если макаки перестали быть просто животными? Что, если в этих горах живет нечто новое, существо, которое научилось быть нами лучше, чем мы сами? Пока власти молчат, а регион Яцугатаки остается закрытым, сотни людей по всей Японии продолжают видеть странные тени вдоль лесных дорог. Никто не знает, смотрят ли макаки на нас с ненавистью или просто ждут, когда мы сделаем следующий шаг. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые расследования о самых загадочных и шокирующих историях, происходящих прямо у нас на Земле. В конце концов, иногда самые страшные открытия начинаются с добрых намерений.